Мужчина, похоже, не жилец. Словно сквозь вату слышала Лера. «Не довезем». Она силилась что-то сказать, но от чего-то не могла этого сделать. Рот был словно забит чем-то отвратительным. Вокруг стоял запах гари и бензина. Ходили люди в полицейской форме и белых халатах, а на дороге образовалась пробка. Неподалеку лежал сын Ванька. «Кажется, жив», — отметила Валерия. От пережитого страха и шока все казалось каким-то нереальным. В голову ударила нестерпимая боль, и молодая женщина потеряла сознание. Первым человеком, которого увидела Лера, очнувшись в больнице, была мама. Заплаканная Елена Ивановна сидела на постели дочери и гладила ее по руке. «Что со мной?» – спросила Валерия. «С тобой-то все нормально». «То есть? А с Пашкой, а с Ванькой?» – воскликнула она, пытаясь сесть, но боль в спине помешала это сделать. Неожиданное появление свекрови избавило Елену Ивановну от необходимости отвечать на этот вопрос. «Что вы себе позволяете?» – строго сказала медсестра, пытаясь удержать Анну Петровну. Но свекровь ловко высвободилась и ворвалась в палату к Лере. «Дрянь!» – кричала она. «Убийца! Какого черта лезла за руль, если не умеешь водить? Пашу угробила, пацана инвалидом сделала, а сама отделалась царапинами». «Аня!» – пыталась Елена Ивановна урезонить сватью. «Но ведь Лера действительно ни в чем не виновата. Она 10 лет за рулем, а тот водитель был пьяный. Давай, выгораживай свою дочурку-убийцу». Обида за дочь захлестнула Елену Ивановну с головой. Куда подевался персонал? Женщина выглянула в коридор и крикнула: «Да сделайте вы что-нибудь! Это что, в порядке вещей, когда люди ходят по палатам и устраивают концерты?» Я пыталась ее остановить, оправдывалась медсестра и обратилась к Анне Петровне. «Выходим из палаты». «Убийца!» — кричала свекровь. «Будь ты проклята! Поняла?» Валерия потеряла сознание. «Врача!» — закричала ее мать. Елена Ивановна сидела в коридоре, плакала и мысленно молилась. Подумать только, еще несколько дней назад ее дочь была одной из самых счастливых женщин планеты. Муж ее обожал, 12-летний сын Ванька радовал, а сама она хорошела день ото дня. Автомобили были страстью Леры 16-летнего возраста. Она уверенно чувствовала себя за рулем, поэтому на права сдала играючи и по достижению совершеннолетия управляла старенькой отцовской шестеркой. «Ну вот», — одобрительно говорили родители, — «теперь будешь возить нас в гости». Когда Валерия вышла замуж за Павла, то в качестве свадебного подарка от мужа получила красавицу Ауди ее любимого цвета. В тот злополучный день семья Петраковых возвращалась с дачи на машине Павла. Они сажали картошку, и супруг, который выкапывал лунки, дико устал. Они любили дачу, но обычно сажали всего понемногу, а в этом году Павел решил серьезно заняться посадками. Вот и, стараясь все за один день успеть, вымотался. Поэтому Лера и села за руль. Водитель внедорожника несся по трассе, как угорелый. Он пошел на обгон, но джип почему-то вильнул и задел их машину, да так, что та улетела в кювет. Выяснилось, что водитель был в нетрезвом состоянии. Павел скончался по дороге в больницу. Ваня сильно ударился спиной об огромный камень и повредил позвоночник. Леру отнесло в довольно безопасное место, поэтому не мудрено, что отделалась ушибами и ссадинами, не опасными для жизни. Только вот как быть с душевными ранами и чувством вины? После той сцены в палате Лера постоянно плакала. Муж в могиле, сын инвалид, а она через недельку будет как новенькая. «Не нужно самобичевания», — говорила ее сестра Катя. «Ты ни в чем не виновата. Пашку не вернуть, а вот ради Ваньки ты просто обязана быть сильной. Что, кстати, врачи говорят?» «Говорят, шанс на то, что Ванька будет ходить, есть», — вздохнула Валерия. «Но все упирается в деньги, и немалые». Валерия вышла замуж сразу же после окончания пединститута и ни дня не работала. Павел работал в преуспевающей компании, хорошо зарабатывал, а она занималась домом
и сыном. Но теперь Лере предстоит искать работу, чем она и занялась на третий день после выписки. Диплом получен 11 лет назад, и вы ни разу не работали по специальности? Округлила глаза директор школы. Извините, но вы нам не подходите. То есть как это? Да, я не работала по специальности, но знания-то никуда не делись. Милая моя, воскликнула женщина, да вы знаете, с какой периодичностью учителя проходят курсы повышения квалификации, да и вообще получают новые знания. Жизнь-то не стоит на месте. Вам 35 лет, и вы никогда не работали? И вы хотите, чтобы мы приняли вас преподавателем? Ну, может быть, какой-то факультатив? Я мужа похоронила, сын инвалид. Девушка, это ваши проблемы. Извините, но вы нам не подходите. Эту фразу Валерия услышала еще дважды. Но почему непременно школа? Спросила сестра. Можно попробовать устроиться в супермаркет. Там всегда продавцы требуются. И Лера устроилась. Через месяц ей выдали лишь треть обещанной зарплаты. А где остальное? Удивилась Валерия. Для продавцов предусмотрена система штрафов. О своих нарушениях вы можете узнать у администратора. Как выяснилось, здесь штрафуют за малейшую ерунду. Да она и половины указанных нарушений не помнит. Ну и какой смысл здесь работать? Неудивительно, что продавцы требуются постоянно. А что, если тебе устроиться водителем в такси? Осенила Андрея Петровича, отца Леры. Она помрачнела. После той роковой аварии Лера не могла водить машину. Ей вспоминали слова свекрови. «Что такое?» – спросила мать. «Наверное, вспомнила, что сказала Анна?» «Так ведь ее можно понять», – со вздохом кивнула Лера. «Понять-то можно», – согласился отец. «Только ты все равно водитель от Бога. Если кого и нужно проклинать, так это водителя того джипа». «Да дело не только в этом. Но не могу я сесть за руль». «А вот это ты брось!» – прикрикнула Елена Ивановна. «Сможешь, через «не могу». Или, по-твоему, Ванюшка сможет? Ты о нем-то подумала?» Так Лера начала таксовать на своей Ауди. Она подружилась с диспетчерами, и те готовы были носить ее на руках. В отличие от мужчин, Валерия не капризничала. Она без лишних разговоров ехала туда, куда отправляли, и девчонки в качестве бонуса кидали Лере жирные заказы. Валерия приехала с заказа и встала на стоянку, когда ей позвонила диспетчер Юля. «Лерик, выручай. Олег колесо пробил, а у него предварительный. Через 10 минут нужно быть на месте». «А откуда забирать-то?» «Да с гостиницы «Орхидея». Лера посмотрела на часы. От стоянки до гостиницы никак не меньше 20 минут езды. «Да ты не волнуйся, я время потяну». «Ну, а куда едет-то?» «В аэропорт». «Еще лучше. Вот попало так попало». По опыту Валерия знала, что опоздание исключено. Клиент нервничает, а ей, между прочим, вести машину. «Да. Лерочка, умоляю тебя, ну все заняты, а я в тебя верю». «Угу, если только к машине пропеллер приделать», пробормотала Лера, тем не менее заводя мотор. «Ладно уж, скидывай». Когда Лера приехала по указанному адресу, клиент был уже на улице. Им оказался маленький и очень нервный старичок в дорогущем костюме, портфелем из кожи какой-то рептилии и галстуком, который стоил едва ли дешевле костюма. Уж Лера в этом разбиралась. На многих банкетах она была вместе с мужем. «Что за такси такое?» – проворчал он. «Вы, девушка, часом не окраинами добирались?» «Нет», – сдержанно ответила Лера. «Тогда в чем, черт побери, дело?» «Форс-мажор. Мужчина, вы извините, но вы сейчас сами время отнимаете. Поехали». От неожиданности старичок сразу же закрыл рот. Выглядело это довольно смешно, однако Лере было не до смеха, но вот ни капельки. Она вспомнила рассказ девчонок о том, как водителю и оператору пришлось компенсировать пассажиру стоимость билета на самолет. Перспектива незавидная. Поэтому Лера
сцепив зубы и стараясь не обращать внимания на причитание старичка, летела как ракета. «Чудеса да и только!» — воскликнул старичок, когда они подъехали к аэропорту. «До регистрации еще целых 10 минут. Да вы, леди-водитель, ас!» «Я знаю», — скромно улыбнулась Лера. «Ну, вы уж простите, что я ворчал всю дорогу. Знаю, иногда я бываю ужасно несносным. Ничего страшного. Счастливого пути». Через неделю старичок снова вызвал такси. На этот раз из аэропорта. Клиент попросил, чтобы его забирала Лера. «Здравствуйте», — поприветствовала она старичка. «Здравствуй, красавица», — улыбнулся мужчина. «В прошлый раз мы с вами не познакомились, так что восполним сей досадный пробел. Меня зовут Михаил Григорьевич. Валерия». «Ух ты, как певица, что ли?» «Да какая я певица?» — рассмеялась она. «Если я запою, еще чего доброго все разбегутся». По дороге старичок вдруг сказал: «Вот смотрю я на вас и думаю, как так получилось? Холеная, красивая женщина таксует. И это же, наверное, опасно». «Бывает иногда, но ведь в каждой работе свой риск». «Ну, это да», — согласился пассажир. «И потом», — продолжила Лера, — «у меня не было выбора». «А вот выбор есть всегда». «Ну, судите сами». И Лера совершенно неожиданно для себя рассказала старичку обо всем. О трагедии, проклятиях свекрови и, наконец, о том, как пошла работать в такси. «А знаете, я могу вам помочь», — сказал пассажир. «Каким образом?» — тяжело вздохнув, спросила Лера. «Самым непосредственным. Я врач-хирург, и как раз по таким случаям и специализируюсь». «И вы прооперируете Ваню?» — недоверчиво воскликнула она. «Но это же очень дорогая операция». «Милая девушка, вы даже не представляете, какие деньги вы мне помогли не потерять, оперативно доставив меня в аэропорт. Поверьте, это побольше стоимости операции будет. Так что, очаровательная Валерия, в некотором роде я ваш должник и буду ждать вас с сыном в новой клинике, которую открываю в вашем городе». И он протянул визитку с адресом. Через месяц Ваню прооперировали. Операция прошла успешно, хотя, конечно, предстоит курс реабилитации. Лера горячо благодарила Михаила Григорьевича и целовала ему руки, чем очень смутила пожилого хирурга. «Ну вот, а ты не хотела идти таксовать», — говорила Елена Ивановна. «Родителей надо слушаться». Выполнив заказ, Валерия припарковала верную Ауди и, закрыв свою рабочую лошадку, зашла в магазин за минеральной водой. Она уже рассчитывалась, как вдруг услышала тихий голос свекрови. «Лера, можно тебя?» «Анна Петровна, здравствуйте». Пожилая женщина вдруг заплакала и обняла бывшую невестку. «Прости, дочка, я тогда в больнице такого тебе наговорила, а ведь тебе тоже было несладко». «Анна Петровна, я все понимаю и давно уже вас простила. У самой сын». Голос Леры предательски дрогнул, а свекровь спросила: «Кстати, как Ванечка?» «С Ваней все в порядке. Прооперировали, и он теперь делает первые шаги». «Ой, как хорошо!» — обрадовалась Анна Петровна. «Знаешь, Лера, я не раз хотела прийти к вам и попросить прощения, но было ужасно стыдно. Все откладывала визит к вам, и тут смотрю — ты. Ну вот, видите, нас свела сама судьба. Анна Петровна, до чего мы тут стоим? Давайте-ка я вас домой отвезу. Сумки-то какие? Я ж сейчас таксисткой работаю». «Да ты что? Вот уж чудны дела твои господни. Ванечку бы увидеть», — сказала свекровь, когда Лера тронулась с места. «А вы приходите к нам в субботу», — предложила Лера. «Я как раз отдыхаю. Мы сейчас у родителей пока. Сами понимаете, я работаю, а за Ваней нужен уход». «Как решилась-то таксисткой работать?» «Решилась вот, ради Вани. Кстати, если бы не эта работа, то не было бы операции». «Да ну», — удивилась свекровь. «Что,
Таксистам так много платят? Да нет. Выслушав историю знакомства со старичком, Анна Петровна изумилась. Ну надо же, прямо сериал какой-то. Так вся наша жизнь сериал, философски заметила Лера. Свекровь внимательно посмотрела на нее и сказала: а ты изменилась. Все мы меняемся под влиянием обстоятельств, подумала молодая женщина, но, понимая, что это напомнит Анне Петровне о сыне, предпочла промолчать. А вот и дом, где жила свекровь. Спасибо, Лера, что довезла. Удачной смены. Ждем вас в субботу. Подготовка к застолью в квартире родителей Леры шла полным ходом. Поводов для радости было хоть отбавляй. Примирение с Анной Петровной, более уверенные шаги Вани. Но самое главное, они снова собрались все вместе. Не хватало только Павла, но все присутствующие были уверены. Он смотрит на них с небес и радуется, что все закончилось так хорошо. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.